Байден, Я не помню своего прошлого. Украина, Для чего важно? На первой нитке Северного потока Северный поток. Кому это надо? Больше показывать нечего. Кого это интересует? Вас это интересует? Цены подросли на стройматериалы, на продукты растут уже на 10, на 20, на 30%, на какие-то стройматериалы на 400%. Никому не по федеральным каналам, никому это не надо. Опять мы один на один с этими проблемами. Полный. Это так просто сказал. Проведем расследование или хотя бы обозначим весомые события хронологической цепи, откуда что взялось и чего ждать. И попытаемся установить причинно-следственные связи очередного негатива, связанного с ростом цен. С вами Александр Захурдаев. Присаживайтесь поудобнее, будет жарко. И начнем с пандемии 2019-2020 годов. Изоляция, ощущения. Давайте вспомним. Полное неведение того, куда мы и что. Кто где-то работал, боязнь быть уволенным. У кого-то бизнес большой, средний, малый, огромный. Что дальше? От государства помощи не было. Напишите, поделитесь своими эмоциями, как вы это пережили. И как на вас это сказалось. Ребят, это очень важно, обязательно. Поделитесь. Всем, я думаю, будет интересно. И пандемия, да, первая, в принципе, и одна из основных причин сегодняшней плачевной ситуации. Что дальше? А дальше та же пандемия и отсроченный спрос. Кадровый людской провал, ограниченная трудовая миграция, и это еще одна причина, хоть и косвенная, в нашей стране. Строить, производить, оказывается, некому. Мы зависим от трудовых мигрантов. А пока дома сидели, во всем мире накопился отсроченный спрос на товары, причем в большинстве своем случаев оплаченных, но не произведенных и, как следствие, не поставленных. Ком накапливается, нарастает. Вторая причина – увеличение экспорта. На 21% увеличился экспорт металла, на 19% пиломатериала древесины. И мы как были сырьевой страной, так и остались. Вот и вывозят у нас иностранцы лес, металл и другой сырьевой материал. Но в этот раз уже внутри страны этих же самых материалов не хватает. Ребят, берем, к примеру, пиломатериал древесина. Здесь вроде бы, казалось бы, правительство решило навести порядок. Да? То есть 15 мая вступил в закон в силу постановления от номером 737. И оно гласит, что с 1 июля вводятся новые пошлины на ввоз пиломатериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Что это дает на практике? Ограничивается ввоз необработанной и грубо обработанной древесины, которая идет под видом стройматериалов. Но в итоге, как это может повлиять на экспорт? То есть, да, казалось бы, сырой материал, пиломатериал, сырую древесину, кругляк вывозить нельзя. Но иностранные партнеры, иностранные инвесторы давно знали, что этот закон выйдет. Эшелонами прут и уже создали дефицит. С одной стороны. А с другой стороны, вы думаете, для иностранных партнеров, там, миллиардеров и так далее, станет какой-то заградительной мерой на территории России взять его, распустить и подсушить до 22% влажности? Как вы считаете? Является ли это постановление действительно ограничительной мерой? Или опять, как и всегда, какое-то половинчатое решение? Вот мы, например, дефицит того же лесопиломатериала наша компания испытывает страшный и колоссальный. Я уже объяснял и говорил, каждая закупка идет не то что с боем, а это какие-то спецоперации. То есть мы все превращаемся в каких-то агентов спецслужб. Это каждый идет такая работа. Вот и еще раз подумаем. Работать будет этот закон или не будет? Вот, на мой взгляд, он уже не работает и работать и не будет. Как пример всех закупок, мало того, что всем уже известно, что USB самый дешевый, 12-миллиметровый, шириной 1 метр 22 сантиметра и
длиной 2 метра 44 сантиметра уже стоит 2 800, не 200, 2 800. А в декабре месяце он стоил еще 700 рублей. И самое парадоксальное, такое же повышение идет и по миру на пиломатериал и изделия из пиломатериала. Это не наша данность с вами, не российская, это мировая тенденция. Вот. А как мы работаем с партнерами? Мы за 2 месяца, за собственные оборотные средства, за 2 месяца вперед оплачиваем фуры того же пиломатериала, того же ЦСП и так далее. Но в данном случае хотелось бы вот поделиться эмоциями по пиломатериалу. Оплатили, например, 3 фуры, и через 2 месяца, когда срок исполнения с той стороны партнером исходит, и неделя остается до выполнения своих обязательств партнерских, нас партнер просит с 3 фур доплатить 500 тысяч рублей. Это как вам? Это весело или нет? Или просто говорят: ребята, или забирайте деньги, мне это не надо. Как нам тянуть свои обязательства? Вот так как-то и тянем, вот так и работаем. Кто мы? Компания, команда единомышленников. И мы реально добились определенных высот и признания. Ведь строим и производим по своей уникальной одноименной технологии, по индивидуальным проектам здания различного назначения в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, на юге нашей родины, а также поставляем свои домокомплекты по всему миру. И хотя бы по этим причинам стоит к нам прислушиваться. Третья причина – это отсутствие со стороны государства ограничительных мер, пошлин на экспорт и импорт. Эта мера помогла бы внутрипроизводителям. У государства есть монополия на алкоголь, табак, сахар, но не на тяжелую металлургию. К сведению, во многих странах металлургия считается стратегически важным направлением, потому что эта отрасль влияет на гособоронзаказ. Подумайте. Ребят, перед вами оцинкованная бухта металла. Из такого металла, когда мы его закупаем, нам его партнеры режут на полосы, эти полосы называются штрипсы. И из штрипс мы уже производим строительный профиль, так называемый ЛСТК, легкие стальные тонкостенные конструкции. Так вот, перед вами мы видим там определенное количество этого металла штрипса, это на один заказ. Сейчас у нас наш один заказчик ждет, когда мы с ним заключимся, подпишемся. Этот заказчик, он с Израиля. Мы уже проект сделали, все согласовали. Мы не можем человеку дать цену 2 недели. А заменить в наших СИП-панелях металл на дерево в Израиле не получится, потому что там из-за того, что есть такие термиты, которые съедают пиломатериал, заполнить свой комплект пилматом нельзя. Его просто не пропустят ни пожарные, ни другие органы, которые в Израиле за этой данностью четко наблюдают. Так вот, а наш партнер, который нам поставляет этот металл, он так и говорит: ребята, пошли вы на 3 буквы. У нас по 110 тонн не просто штрипсы, а бухты каждый день уходят в Европу. Мы никому не нужны. А кто-то меньше, там вообще, наверное, разговоров нету. Вот такая данность. Бесконтрольный рост цен в России может привести к подрыву государственной самостоятельности. И как итог, посмотрите на официальные торговые площадки, где государственные органы размещают контракты на строительство школ, детских садов, той же газификации населенных пунктов. Лоты по торгам не состоялись. По большинству предложений нет желающих. Сметы устарели и не соответствуют текущим ценам. Строительная отрасль при таких условиях просто задохнется. Четвертая причина – это дешевые кредиты. Много в мире напечатано денег, и причем ничем не обеспеченных. То есть не только в Америке доллары печатают или в Евросоюзе евро. В России также печатается необеспеченное количество эмиссии денег. Соответственно, эта напечатанная эмиссия, она и дает почву для колоссального роста инфляции.
В России заработала программа льготного кредитования. Это все хорошо. Дают под 5, там, под 6%. Инфляция действительно 10, 20, 30. А реально, если сравнивать со стройматериалами, уже и 300, и 400%. Конечно, взять кредит, который меньше, чем инфляция, то есть ты не обладаешь достаточным количеством денег на покупку какого-то объекта недвижимости, квартиры, например, того же там 5 миллионов, но у тебя есть всего лишь 500 тысяч, и ты берешь кредит за те проценты, которые не то что инфляция съедает, а вообще съедается. Конечно, желание есть, поэтому спрос на такие кредиты, на такие квартиры, он растет. Но вместе с этим спросом резко и растут стоимость квадратных метров той же недвижимости. Причем растет значимо. Уже есть случаи, когда стоимость той же недвижимости уже превышена ровно в 2 раза от той же зимней цены. Квартиры в Краснодаре и в том же Севастополе подорожали на 30, 40, 50 и до 70%. А в Севастополе, в городе-герое, который стал 3-м городом федерального значения после Москвы и Санкт-Петербурга, первички, то есть вновь введенных квадратных метров зданий с новым жильем, новых квартир, вы просто не купите, их уже нет, все раскупили. И это было уже 4 месяца назад. В Краснодаре самая низкая цена была на квартиру где-то 40, еще в том же январе за квадратный метр. Сейчас дешевле 70-80 вы не найдете. Поэтому в любом случае совет: инвестируйте, ниже ничего уже не будет. Только все выше, и вы от своей мечты просто уходите куда-то в неизвестность. И еще такое маленькое наблюдение. Многие люди мечтают с маленьких городов, в депрессивных каких-то регионах переехать в какие-то развивающиеся центры, да? Ну, те же перечисленные города, в тот же Краснодар, в ту же Москву. И если вот у нас очень много клиентов, очень много друзей, кто переехали, да, в такие вот развивающиеся регионы. И есть такое личное какое-то наблюдение, когда, например, квартира в каком-то маленьком городе стоила условно 1 миллион, а в Краснодаре такую можно было купить за 1,5, то есть надо 50-60% от стоимости добавить. Ребят, сейчас получилось так, что в маленьких городах никак практически не повлиял вот этот рост цен на недвижимость. Они как ничего не стоили там, так и не стоят. А вот разбег между крупным и маленьким городом стал просто колоссальным, в 2-3 раза. Вот такая вот данность. Соответственно, в тех городах и так-то жизни никакой особо не было. А сейчас представьте, вы за те деньги, которые инфляция никак не монетизирует, продадите, что вы с ними будете делать? Вот это уж точно просто печаль. Да, и сейчас, кстати, тот случай, когда и мировые валюты наряду с рублем примерно одинаково теряют свою ценность. Как быть? Инвестировать, вкладывать в недвижимость. Инфляция колоссальная, и строительство дома не исключение. Завтра цены будут совсем другие. Многие уже от своей мечте доме опять, как это было не раз, откатились назад на несколько лет. А некоторые вообще теперь не смогут себе это позволить. А ведь шанс на свой дом был и неплохой, и буквально еще вчера. Остаток у нас с вами у всех разный. И кому-то после услышанного и покупка консервов впрок по старой цене вовсе не помешает. Завтра же цены на все будут другие. А зарплаты? Зарплаты поднимутся пропорционально росту цен, а? А представляете, сколько компаний рассыпется, не устоят? Нам уже в скором, ближайшем времени предстоит наблюдать череду банкротств. И это уже необратимо. Оцените это как данность. Как мы выживаем, спросите вы. У нас нет кредитов. От слова совсем. Все наши предприятия – это наша собственность. Никакой дорогой аренды. Наращены большие складские запасы профильных строительных материалов благодаря накопленным собственным оборотным средствам. Многолетняя работа с партнерами-поставщиками.
А те же 3-4 года назад, если бы такое произошло с нами, мы бы, наверное, и не выдержали. Мне очень тяжело представить, как маленькие компании в таких условиях выживают. Это же просто ужас, издевательство. А рост цен еще не закончился, еще пандемия не закончилась, и новые ограничения еще будут. Тему эту я все же считаю, что полностью не раскрыл. Так что если мои мысли вам зашли, обязательно напишите, поделитесь. Мне есть чем дополнить по этому вопросу, посоветовать, а значит, может быть, и помочь вам конкретно. Ну, дорогие друзья, наш ролик заканчивается. Мир вашему дому и до новых скорых встреч.